Во множестве работ об иудео-христианских отношениях в средние века вы увидите один схематичный рисунок. Он был сделан в 1233 году наверху свитка налоговых поступлений, какие вели в палате шахматной доски, главном финансовом ведомстве Англии. Неизвестный автор, видимо, один из клерков этой палаты, нарисовал строение, похожее на замок. Часть его стен завешена драпировкой и оттого напоминает сцену, приготовленную для постановки мистерии или какого-то еще действа. Над зданием возвышается коронованный персонаж с тремя сросшимися лицами. Подпись указывает, что это Исаак из Норриджа. Перед ним изображен рогатый демон, который указывает на носы мужчины и женщины, стоящих по обе стороны от него. Подписи говорят, что мужчину зовут Моссе Мокке, а женщину Абигайль. Справа от них толпятся, или ведут осаду, другие бесы, вооруженные трезубыми крюками и киркой. Слева от центральной сцены стоит мужчина в капюшоне. У него в руках весы с монетами. А за его спиной из башни поменьше высовывается еще один демон с высунутым языком в форме стрелки. Что это за странное действо? Очевидно, что главные персонажи, которых этот рисунок критикует или высмеивает, это иудеи. Как принято полагать, перед нами старейшая из сохранившихся антиеврейских карикатур, а ее послание было как-то связано с формой носа, Моссе и Абигайль. Слово «карикатура», которое все мы знаем, происходит от итальянского глагола «карикаре» – нагружать, преувеличивать. Так называют едкие изображения, которые утрируют какие-то особенности внешности человека, чтобы вскрыть правду его характера. Как самостоятельный жанр, карикатура рождается в раннее новое время. Однако ее истоки уходят в Средневековье и даже раньше, в античность. Конечно, и до рисунка 1233 года на Западе создавали изображения, в которых иудеев с помощью отталкивающего уродства, деформации черт или негативных атрибутов изобличали как богоубийц, алчных стяжателей или прямо пособников сатаны. Однако те образы, которые сохранились, атаковали либо абстрактного и анонимного иудея, олицетворявшего всех своих соплеменников, либо кого-то из антигероев библейской истории, в первую очередь Иуду Искариота. Здесь же рисунок направлен против конкретных людей, которые жили в одно время с его анонимным автором и, возможно, были ему знакомы. Давайте разберемся в том, кто есть кто. Персонаж в центре – это Исаак из Норриджа, Ицхак бен Элиав. Он был влиятельным еврейским финансистом и, возможно, даже богатейшим из английских иудеев того времени. Купцом, раввином и врачом. Ему принадлежали дома в Норридже и Лондоне. Исаак сужал деньгами Вестминстерское аббатство, поддерживал тесные связи с Питером де Рошем, епископом Винчестерским, и был известен не самыми благовидными методами ведения дел. Так, в 1219 году его обвинили в том, что он во главе банды из 22 человек разорил владение одного землевладельца. Корона, водруженная на голову Исааку, представляет его как повелителя, а три сросшихся лица сближают его с портретами сатаны и антихриста. Например, в морализованных Библиях, роскошных манускриптах, которые в XIII веке создавали для членов французской королевской семьи, сын погибели, антихрист, часто изображался как государь с тремя человеческими или звериными лицами на одной голове. Своего рода пародия на Троицу, триединого христианского бога. Одно лицо смотрело вперед, а два других – влево и вправо. В итоге у него оказывалось два глаза и три носа, так же, как у Исаака из Норриджа на этом рисунке. В тех же морализованных Библиях трехликий антихрист, тиран, который в конце времен обрушит свои гонения против церкви, часто предстает как повелитель иудеев, а те держат в руках тяжелые кошели с монетами. Среди христиан ненасытная алчность считалась типично еврейским пороком, чуть ли не воплощением иудейства. Мешок с деньгами – привычный атрибут ростовщика и любого грешника-стяжателя. И он, конечно, напоминал о 30 сребрениках, которые Искариот получил от иудейских первосвященников за то, что предал и продал Христа.
Ростовщик Исаак из Норриджа был идеальным кандидатом на то, чтобы его уподобили алчным клевретом сатаны или антихриста. А тут, похоже, и им самим. Еще один реальный персонаж на этом рисунке – мужчина в огромном недонхуте с еврейской шапки, но без бороды, с какой обычно изображали иудеев. Рядом с ним стоит подпись «Моссе Моккин». Это имя упоминается в финансовых и судебных документах из Норриджа и Лондона. Моссе, то есть Моисей, тоже был деловым человеком и сотрудничал с Исааком. По крайней мере, однажды он помогал ему выбить долги у одного неплательщика. В 1221 году Моссе заплатил крупную сумму за право не носить опознавательный знак в форме скрижалей, который за 3 года до того стал обязательным для всех иудеев королевства. В 1230 году он вместе с несколькими евреями участвовал в похищении и обрезании 5-летнего христианского мальчика Адаарда, сына Бенедикта. Как предполагают историки, Бенедикт был выкрестом. Если так, то дело, вероятно, состояло в конфликте вокруг того, в какой вере воспитывать ребенка. История с обрезанием Адаарда дорого обошлась Моисею. В 1240 году он был повешен. На карикатуре звероподобный демон показывает на его нос. В сохранившихся документах его несколько раз называют на латыни «Моссе кум назо», то есть «Моисей носатый» или «Моисей с носом». В этом прозвище не было ничего типично еврейского. В английских документах так порой именовали и христиан – Гуга с носом, Ада с носом и так далее. Возможно, Моссе получил такую кличку, потому что у него действительно был какой-то большой или необычный нос. Или из-за того, что он был не в меру назойлив или любопытен. Прозвище «Мокке», как предполагает историк Сара Липтон, происходит от немецкого корня, означавшего «копить» и «запасать». Либо от среднеанглийского глагола «to mock» – шутить, высмеивать, насмехаться. Его потомок есть и в современном английском. Личность женщины, которую на рисунке зовут Абигайль, установить сложнее. Историки порой утверждают, что она была женой или любовницей Моссе. Возможно и так, но это всего лишь догадка. Абигайль одета по тогдашней моде. Так могла бы выглядеть английская дама, но лицо ее не столь благородно. У нее крючковатый нос, такой же, как у демонов, стоящих сверху на башне. Интересно, что на разных изображениях того времени мужчин иудеев и других иноверцев нередко представляли с хищно загнутыми или как-то еще деформированными носами. А вот женщин-иудеек так не обличали и не высмеивали. Это было связано с тем, что средоточием религиозных и этнических стереотипов традиционно выступали мужчины. Кроме того, еврейки считались не столь порочными и закоренелыми в своей вере, как их отцы и мужья. И в христианских сюжетах редко выступали в роли злодеек. Но чем вообще заняты рогатый демон, Моссе и Абигайль? Бес одновременно касается их носов. Тем самым он то ли показывает, насколько они длинны, правда, у женщины нос загнут вниз, а у мужчины скорее прямой, то ли радуется тому, что их носы так похожи на носы других демонов. Мол, иудеи нам родня. Вернемся к началу. Рисунок 1233 года принято называть карикатурой. И в принципе это слово к нему подходит. Но нужно понимать, что он явно не предназначался для распространения, и мало кто его видел. Это была едкая сатира для своих. Средневековые клерки, которые вели финансовые и административные документы, нередко оставляли на полях какие-то зарисовки. От условных, часто комичных портретов, упомянутых там лиц, до каких-то непонятных для нас фигурок и знаков. В этом делопроизводители не отличались от книжных переписчиков. Копируя рукописи, те не отказывали себе в удовольствии начеркать где-то внизу листа или рядом с текстом какой-то человеческий или бесовский профиль. Например, на полях эссекского лесного свитка 1277 года кто-то нарисовал мужчину с крючковатым носом в капюшоне и с еврейским знаком в форме 2 скрижалей. Рядом с ним стоит подпись, что это Аарон, сын дьявола. Текст рядом с картинкой повествует, как несколько евреев и христиан в нарушении множества лесных законов принялись преследовать оленя, но тот сумел убежать от охотничьих псов и оказался на улицах города Колчестера. Тут подпись ясно сообщает, кто перед нами. Но это скорее исключение. В большинстве таких маргиналей профили, начертанные на страницах, не подписаны и никак не связаны с соседним текстом. И мы можем только гадать, кто имелся в виду. Демон, иноверец, безумец, шут, какой-то недруг писца
Или никто конкретный, просто гротескный типаж. Рисунок с Исааком из Норриджа, Моссе и Абигайлью уникален тем, что выстраивает из персонажей целый зловещий сюжет. Его конкретный контекст, увы, от нас ускользает. Но главные принципы, по которым он строится – деформация черт персонажей и их буквальная демонизация, соотнесение с дьяволом – потом будут тысячи раз применяться в религиозной и политической карикатуре нового времени. С вами был Михаил Майзульс, программа «Бог в деталях». Следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».